Всем привет! Добро пожаловать в новое видео. И сегодня в Стокгольме прекрасная погода, поэтому многие мореплаватели готовят свои лодки к сезону. И сегодня будет видео распаковка. Я пока не представляю, какая информация будет в этом видео. Надеюсь, что это будет интересно. Немножко покажу, что делают с лодкой, прежде чем пустить ее в воду. Примерно вот в таком запакованном виде лодки провели всю зиму. Их достают, чистят от всяких ракушек и от всего подобного. Я, к сожалению, в этом процессе не присутствовала, но надеюсь, в завершении сезона этого года у меня получится заснять и запаковку тоже. Здесь куча лодок, все очень разного размера. И, между прочим, эти парусные яхты, да и вообще все лодки выглядят намного больше, когда они находятся на суше, нежели когда они в воде. Потому что когда они в воде, ты не видишь большую половину лодки, которая находится под водой, а это прям такая вот махина снизу. У некоторых снизу просто вот такой вот киль небольшой, и здесь вот сзади штучка, которая для руля, я не знаю, как она называется, которая за повороты отвечает. А у некоторых, я сейчас найду лодку, где прям глубокое дно. Вот, допустим, вот эта лодка. У нее, видите, прям по всей длине вот этот вот киль. И здесь немножко другое. Рулевая штучка немножко другая. У них есть маленькие моторчики у всех. Даже если это парусная яхта, они доплывают до берега в основном на моторчиках. Они не сильно мощные, но могут медленно довести тебя до нужного места, если совсем нету ветра, или если ты проходишь через очень тонкие участки, где тяжело управлять ветром довольно точно. Вот еще один пример лодки с таким большим дном. Насколько я помню, вот эти лодки с большим дном, они менее маневренные, и поэтому вот лодки с такими маленькими килями, как маленькими, почти 1,5 метра в длину, более устойчивые даже, по-моему. Сейчас уточню. В общем, я сбегала и разузнала все по поводу килей. Кстати, вот эта вот штучка рулевая, она так и называется, типа рулевое управление, то есть просто руль. В общем, кили бывают разные. Те, которые по всей длине лодки, они прям очень старого производства. Они не очень маневренные, но они такие менее чувствительные к ударам. То есть, если вдруг задеть какой-то камень под водой, то она не сильно подшатнется. Вот есть вот такие вот варианты, где центр тяжести, он как бы распределен по всему килю. И есть вот такие вот варианты, где, видите, киль сам по себе очень-очень тонкий, а вот эта вот штучка очень тяжелая и мощная. У нее вот центр тяжести, он сосредоточен вот здесь, и она помогает лодке быть более стабильной, но если вот такой штучкой задеть камень под водой, то лодку подшатнет нормально так. Вот, но те, которые по всему, по всей длине лодки кили, они, это старое производство, такие больше не делают, насколько я знаю. Ну, короче, вот самые современные это вот такого плана. Это название лодки. А так она выглядит, когда она запакована. Мне разрешили сюда забраться, немножко снять ее изнутри. Как в теплице. Мне кажется, здесь зимой в солнечную погоду можно спать, потому что очень тепло. Здесь вы уже все видели, как это все выглядит. Эти веревочки обычно натягивают, либо на них что-то подвешивают, типа
деревянных балок, либо вот такие вот просто канистры с водой, чтобы пленка никуда не улетала, и она зафиксирована. Мы освободили вот эти вот штучки, и теперь будем снимать вот это вот белая покрывалка. Просто убирать его. На таких специальных конструкциях держался этот пакет полиэтилен. Та-дам! Распаковано. Сейчас будем готовить. Уберем балки и не знаю, что будем дальше делать, расскажу. Мне упаковывают пакет, а мне поручили упаковать вот эти вот балки, чтобы они влезли в пакет. Сейчас буду играть в Тетрис, в запаковку. Упаковали полиэтилен. Это результат моей работы. Меня похвалили. Сейчас будем делать что-то дальше. Всю зимнюю экипировку привезли в чулан одного из владельцев. А летнюю экипировку забираем с собой. Здесь у нас парусы всякие разные, всякие веревочки. И это все, что пойдет на сидушки. Там же много довольно-таки сидячих и спальных мест. В принципе, запланированный фронт работы на сегодня не такой большой, потому что все равно в воду опускать лодку будут только к концу апреля. А сейчас ее помоют, она довольно-таки грязненькая, и поменяют масло. Лодка довольно-таки в хорошем техническом состоянии, поэтому никакого серьезного ремонта не требуется. Теперь моем снаружи. Смотрите, здесь кто-то прям даже такую гигантскую палатку построил для лодочки. Это тоже на помывке. Снимала для вас видео и попала под вон тот дождь, пока проходила мимо этой лодки. Здесь вот лодки опускают на воду. Смотрите, здесь стоит лодка на причале, а тут коврик. Смотрите, какая прикольная красная лодочка. Она как бы трехтельная. Вот эта вот сама посудинка, сама лодка, это как бы тело лодки. И у нее вот нету киля, но у нее по бокам есть такие вот штучки, как в детских велосипедах, которые помогают держать баланс. И она примерно метров 10 в длину. Вот эта вот штучка на ней, это мачта. Так выглядит очень забавно. Я, кстати, никогда не видела такие лодки на воде вживую. Будем искать ее летом, когда она уже будет на воде. Вот эта другая лодка, и видите, у нее здесь на этой стороне нету никакой перегородки. То есть вон те у них пространство, куда можно зайти, и вот эта вот перегородка сзади. А здесь ее нету. То есть у тебя лодка прямо на воде находится, и вода проходит здесь очень низко. Это довольно-таки новая модель, как мне сказали. Вода туда внутрь не попадает, потому что это задняя часть. И по поводу киля, вот этого вот руля, он здесь практически такой же высоты, как и киль. Я встала под него, я поместилась в полный рост, то есть он чуть выше, чем 1,60 м, чуть глубже, точнее. Вот, и это на самом деле вроде как прикольно, но с другой стороны это опасно, потому что если ты загребешь, скажем так, камень вот этим вот килем, то в принципе ничего не произойдет, то есть лодка просто подшатнется и все. Но если ты заденешь камень вот этим рулевым устройством, то ты можешь просто сломать
И в прошлом году, говорит, был отломлен сантиметров 20 от этой штуки, потому что, ну, довольно часто можно встретиться с камнем. И она довольно тоненькая. Видите, здесь сзади есть эта перегородка, она довольно-таки высокая, и вода вот как бы за бортом находится немножко. Вот представляете, если бы вот здесь вот уже сразу начиналась вода, это немножко страшненько. Особенно после моих первых катаний. Я сейчас ставлю кадры, как это было. Это было довольно страшно даже с таким бортиком. Это вид на лодку сверху. Ее пока просто распакуют, подготовят к сезону, но в воду ее будут опускать где-то ближе к концу апреля, потому что там очереди и на специальное оборудование, которое там лодки транспортируют воду. Так на самом деле прикольно, не просто на одних выходных покататься на лодке, а вот именно там смотреть, как ее упаковывают, запаковывают, какая-то она прям своя такая становится. Ну, как бы не своя, но вот такая уже знакомая лодочка. Многие уже начали распаковывать свои лодки, и смотрите, вот они все стоят вот так вот в ряд. Наша лодка, она стоит вот так поперек и немножко заграждает путь всем вот этим лодкам, поэтому нам надо ее убрать как можно раньше, чтобы освободить путь для остальных. Я хожу по лодке вдоль и поперек и смотрю, какие здесь есть трубы и какие мне надо будет крепления купить для того, чтобы GoPro-шку прицепить и чтобы прикольные кадры тоже на каком-нибудь одном из плаваний заснять. Надеюсь, что все получится. Пока у меня нету никаких идей, поэтому мне надо будет посмотреть, какие вообще есть хорошие крепления, чтобы GoPro-шка тоже не слетела при первом же порыве ветра. Я совсем забыла, что на лодке еще вот здесь вот были такие перегородки для того, чтобы люди не сваливались за борт. Их сейчас тоже будут устанавливать. Так вот это выглядит, то есть две линии. Устанавливают штучку, которая защищает входную дверь от ветра и дождя. Ну и тех, кто сидит вот на задней части яхты тоже. Пока мы тут готовимся к сезону, в Стокгольме пошел дождь со снегом. Град, если честно. Никогда не верь в погоде в Стокгольме, называется. Ну что, вот так вот выглядит лодка на сегодняшний день. Основная часть запланированных работ завершена. Так как у нас начался невероятный дождь со снегом, мы на сегодня запаковываемся и едем домой. Останется провести совсем немного работ масла. Мы сегодня не поменяли. Что-то еще они сделают. Ну и все. В основном нам нужно будет теперь просто дождаться очереди, когда лодку транспортируют в воду и когда придет очередь на кран, чтобы установить мачту. И все, можно выезжать, выплывать. Следующее видео, наверное, будет уже с моря.